Пойдемте сегодня в гости. Я напросилась в очередные гости к Ирине. Это другая русскоговорящая семья, которая здесь живет в Элис-Спрингс в Австралии. Так что сегодня нас ждут в очередных гостях. Я задам вопросы, как обычно. Мы поедим блинов, отметим 8 марта, потому что сегодня, вообще-то, Международный женский день. И, пользуясь случаем, я хочу поздравить дорогих женщин с 8 марта. Желаю вам здоровья, счастья, любви, красоты и всего самого-самого доброго. Ну, во-первых, спасибо тебе большое, что пригласила меня. То есть я напросилась, а ты любезно мне сказала, да. Ты видела интервью уже с Леной. Да. Это уже второй, скажем, русскоговорящая семья, которая живет в Элис-Спрингс. И сегодня я бы хотела бы вам представить Ирину. Здравствуйте. Ирин, расскажи, пожалуйста, откуда вы приехали? И немножечко тоже, это такой традиционный вопрос, почему Элис-Спрингс? У нас длинная история. Мы приехали из Вьетнама, до этого в Непале, до этого в Европе, поэтому у меня так много всего. Муж у меня непалец, мы с ним в Непале познакомились. Я изначально одна переехала во Вьетнам, потом он присоединился. 3,5 года я там пробыла. И из Вьетнама переехали мы в Мельбурн. Я на магистратуре училась в Мельбурне. Учитель дошкольного образования, early childhood. У меня у мужа родной брат младший живет в Дарвине, и он нам, порекомендовал, посоветовал, говорит, давайте вы переедете в северную территорию. Мы из Мельбурна напрямик приехали не в Дарвин, не в Кэтрин, а в общину. Какая община была первая? Джилкминган. Городок называется Матаранка, а там горячие источники. И от Матаранки идет поворот, и там много общин разных. Наша община была 30 минут где-то приблизительно езды на машине от Матаранки. То есть это такое в глубине. Такая община. Слушай, ну давай немножко все-таки чуть-чуть просто так, чтобы у нас представление о вашей семье как бы сложилось. Ты, во-первых, из России или из Украины? Откуда? Я из Украины, да. А из какого города? Я говорю, у меня все сложно. Ну, да. хотя бы родилась где? Из Родилась Киева. в Мариуполе. В Мариуполе. Но я там практически не жила. То есть у меня мама из Мариуполя. Я родилась в Мариуполе. Там пробыли буквально первые месяцы моей жизни. Сестра родилась в Киеве, хотя сестра старшая. То есть мы были в Киеве. Папа военный, поэтому мы очень много ездили. Понятно. Мама, кстати, здесь же. Да. Переехали в Киев. Какое-то время, когда я была совсем маленькая, жили в Крыму, и где-то мне года 2, наверное, было, мы переехали под Киев. Ну и там, в принципе, я выросла, поэтому Киев считаю родным. Ну, я сразу хочу сказать, что я очень сожалею, что так все получилось между странами, это просто ужасно. У меня очень много украинцев-подписчиков, если смотреть и Россия, и Украина, и это мне так греет душу, когда я вижу комментарии и России, и украинцы, и разные другие как бы бывшие республики, и для меня это очень важно. Это очень важно, поэтому, ну ладно, значит, и то есть вы жили в Киеве, да, потом, где ты? Я закончила университет, который специализируется на туризме и гостиничном деле в Киеве, и во время учебы у нас было 2 иностранных языка, можно было выбирать английский, и у меня был немецкий. Есть сметана с блинчиками, если... Блинчик. 2 языка там у тебя было? Да, у меня было 2 языка, и была возможность после 2-го и после 3-го курса на все лето уехать в Германию, практиковать язык, и там как практика у нас была. И с тех пор каждый год что-то где-то у меня потом, куда-то я выезжала. И за счет этой практики, и за счет 2 языков
я устроилась на работу, что особенно популярно в Непале. У нас в Украине это не так популярно. Это агентства, которые занимаются подачей документов студентов за границу, помогают им выезжать. Агенты просто да. по обучению. По образованию, да. И сразу после университета я устроилась на такую работу. И мое главное направление было это Австрия, Германия, Швейцария, как немецкоязычная часть Европы, плюс как Восточная Европа тоже. То в это время, пока я работала, то много поездила по всем этим странам. Потом, это был 2013, наверное, год, у меня начальница моя занималась очень серьезно Штатами. Это было ее основное направление. И были заминки с визами. И она меня попросила, как это по моей инициативе было, я говорю, давайте какое-то альтернативное направление посмотрим. Я говорю, Австралия, в принципе, никто не увлекается, никто не знает про Австралию. На самом деле, что такое было в 2012-2013 году, даже сейчас. Как бы Австралия — это не очень популярное направление из Украины. И я начала копать, начала собирать материал. И в 2014 году полетела в Австралию на такую конференцию, в которую все агенты приезжают, ездишь по университетам здесь в Австралии. И просто влюбилась в эту страну, думаю, все, мне здесь нравится. И во время моего визита, так как здесь много было тоже агентов из Непала, меня рекрутировали в Непал. Взяли на работу. Взяли на работу, да. То есть они... Я сначала приехала в Украину, еще думала, ехать, не ехать. Говорят, мы жилье дадим, все дадим, приезжай. Нам надо кто-то, кто специализируется по Европе, чтобы знали. Я думаю, ну, поеду. Поеду. Приехала. В это время мой муж тоже работал в этой же компании. Он учился в Европе, он в Норвегии, сначала в Голландии, потом в Норвегии жил где-то 8 лет. И он как раз вернулся, устроился на работу там, в Непале, и я там. Так мы познакомились. Вот так моя семья. Очень приятный муж, очень. Да. Он сегодня Олесю забирал. Спасал меня. Да. Очередной раз. И так мы познакомились. Потом я из Непала уехала, решила немножко поменять смену деятельности и закончила, есть такой сертификат TESOL, Teaching English for Speakers of Other Languages. Вот я его получила, поехала во Вьетнам. Во Вьетнаме я была 3,5 года. Первый год ко мне муж приезжал из Непала. Потом в Непале было огромное землетрясение, и его там, в принципе, как бы особо уже ничего не держало. И он ко мне переехал во Вьетнам. Вот. Из Вьетнама во Вьетнаме нам очень нравилось, все было очень хорошо. Но нестабильность, у нас там была очень хорошая зарплата, но так как ни я, ни он, ни граждане Вьетнама, это очень сложно. Ирина, получается, что с Вьетнама вы решили переехать в Австралию, да, это верно? Да. И давай поближе теперь по поводу Алис Спрингс и по поводу вообще, ну я так поняла, что вы метили в Мельбурн, пожили в Мельбурне, да, да? А потом поехали к брату твоего мужа в Дарвин. Ну, я там была одну ночь в Дарвине, и оттуда сразу же переехали мы в общину. У тебя контракт, как у меня, вот да. Расскажи об этом поподробнее, это очень интересно. Когда я еще была в Мельбурне, так как я учитель дошкольного образования, это очень востребованная здесь профессия, и есть, ну, просто как младшие, скажем так, они даже не преподаватели, ну, воспитатели в детском садике, у которых сертификат 3 диплома, то есть это самый такой потолок того, что, в принципе, в основном в общинах спрашивают. А у меня даже не бакалавриат, у меня была магистратура. То есть поэтому я крутая, да? Поэтому, когда я подалась, меня сразу же с руками и ногами забрали. То есть я подалась на работу еще, когда мы в Мельбурне были, прошла собеседование по телефону, и они говорят: приезжайте, приезжайте, все. Там у меня был контракт там на определенное время, это не на год или на 2, а идет финансирование от департамента образования на садике в общинах.
И в зависимости от того, сколько еще у них финансирования, то настолько дают контракт. То есть это обычно до 30 июня, до конца финансового года какого-то года. То есть это может быть на 2 года, на 3 года. Я уже не помню, насколько у меня было, но я в первой общине была чуть больше, чем 1,5 года, около 2 лет. В одной только общине, да? Да, в первой. А сколько там человек было? Можешь рассказать об этой общине? Да, то есть первая община, у меня был немножко такой культурный шок, когда мы переехали, потому что я, когда училась в Мельбурне, у нас все было очень так красиво это подано. Нам рассказывали про аборигенов. Cultural sensitivity, да, вот это все. Даже не сколько cultural sensitivity, но с точки зрения там aboriginal perspectives. Мы всегда должны были написать там работы, которые у нас были. Там я сдавала, там учителя сдают такой, ну как типа тест. Assignment. Да. И там Курсовую. нужно, да, курсовую такую. И там всегда тоже идет там aboriginal perspectives и все. И мы там так это все красиво. Всегда там dream time, то. И я приехала немножко на таких возвышенных чувствах, и как ожидания и реальность были разные. Я приехала, и, ну, это как бы не только университета, наверное, не могу сказать, что ошибка, но какой-то мой, наверное, общий опыт жизненный. У меня представление было об общении, что это какая-то, знаете, такая милая деревушка, но которая так очень далеко где-то, там, где они живут по своим обычаям. У них там свое, там, может быть, хозяйство какое-то, что там они делают. И когда я туда переехала, после Мельбурна, который такой считается очень такой education state, Виктория, да. То есть улицы чистые, все. И я приезжаю, и там не то чтобы третий мир, то есть страна третьего мира фактически, а мусор лежит везде. Да. Каких-то таких, ну, говорю, зависит от общины, но то, в которой мы были, там не было таких серьезных правил или обычаев, или чего-то такого, что они вот серьезно придерживались. Все с мобильными телефонами, там дети сидят, играют тут тоже в гаджетах, да, постоянно. То есть, ну, не то, что я ожидала. Язык, который там Талеса делала по карте, какие языки? Тот язык, который у них там вообще не, по идее, должен быть, но о нем никто не говорит. А какой вообще народ это был? Честно говоря, точно не помню. Сейчас не скажу, да. А на каком учат языках в школах? Да. Английский. В каждой общине есть школа, правильно? Детский сад, школа. Детский сад не везде, не в каждой общине, в основном более или менее крупных. Ну как, крупных относительно, если где-то там хотя бы человек 200. Если есть, то тогда обычно детский сад есть. Школы в основном есть везде. Иногда бывает при школах то, что у них называется preschool, и программа здесь в северной территории Families as First Teachers, FAFT, они ее называют. Это как игровая группа, скажем так, и она как образовательная и для родителей, и для детей. То есть если нет садика, то обычно есть вот что-то такое. Иногда есть все. Иногда может быть и игровая группа, и FAFT, и садик. Ну, зависит от общины. Ну, говорят на английском, правильно? Да, английский. Но та, в которой мы были, у них там креол был. Креол. То есть они на креоле Ты креол говорили. понимаешь, креол? Ну, да, он, в принципе, как ломаный английский, фактически. Да. Школы немножко у них по-другому. Иногда очень часто бывает, что несколько классов все вместе учатся. То есть разного возраста, да? Да, разного возраста. То же самое с садиками. Обычно в садиках, ну, в других штатах, там в одной комнате там детки там, от 0 до 2, допустим, лет, в другой комнате там, от 2 до 3, а там все вместе. То есть от 0 до 5 все вместе. Понятно. А вы жили там, у вас было отдельный дом, или это специально для многих людей, кто приезжает? У нас был отдельный дом. У нас по контракту это было бесплатное жилье. Нам давали, ну, пока мы там работаем, мы можем там жить. Там была как элементарная мебель, не было
там Кондиционеры? тостеров. Не, кондиционеры были, но не было там тостеров, не было там чайника такого, посуды мы покупали. Ну, были постели, холодильник, микроволновка, то есть, ну, такое, большая мебель была. А телевизор был и диван. Там было 3 спальни, но мы пользовались одной только. Ну, такая гостиная, совмещенная с кухней. А вода, нормально все это, да? Вода Душ. нет, ненормальная. Вода там очень плохая была. Мы в основном Покупали воду. мы где-то раз в недели в 3 ездили в Кэтрин. Это где-то 1,5-2 часа езды. Вот мы в какие-то выходные выбирали себе, ну, приблизительно раз в месяц мы ездили, брали продукты и брали воду. Не потому что мы брезговали покупать воду в общине, а потому что цены отличаются в разы от того, что можно поехать. То есть мы просто в целях экономии. А там магазин все время работает, да? Магазин А работает. какие-нибудь кафе есть? В этом не были. В этой общине не были. Что у нас там было? Там был магазин, школа, садик и Ну, госпиталь, наверное, какой-нибудь. Да? клиника, да, клиника и офис канцела, на котором мы работали. То есть... А муж у тебя тоже учителем работал, да? Нет, когда он работал учителем во Вьетнаме, а когда он переехал сюда, в Австралию, у него очень много всяких разных работ было, особенно пока я училась. В общине он работал, то, что называется community safety. В нашей общине, в которой мы были, там не было полиции, есть полицейские участки в более крупных общинах. В этой общине было чуть меньше 300 человек, поэтому полицейского участка там не было. И в таких общинах обычно есть так называемый ночной патруль. Мой муж, он как руководил вот этим ночным патрулем, плюс там были программы для молодежи и так называемый спорт и рекреация. То есть вот эти 3 программы он ими руководил. Там делали там, дискотеки детям, там, какие-то, особенно во время школьных каникул, чем-то их занимать, какие-то чтобы поделки там они делали. Да. То община, в которой мы жили, Джилкминган, она была очень довольно спокойная. То есть там, я не могу сказать, что там вообще ничего не было, но по сравнению с многими другими общинами, нам, по крайней мере, там было безопасно. А к животным как относятся? Там у них был какой-нибудь тотем, нет? У них там интересное было, у них там были свиньи, дикие кабаны. Это спиритуальное их животные? Нет, просто вот им нравилось. У нас там были и лошади, ослы. Лошади часто заходили в общину. Были буйволы, но буйволы так, они иногда заходят. И вот ослов много было, и много было лошадей. И лошади дикие, и их часто собаки гоняли. Много собак было. Собак вообще в общинах здесь огромное количество. Кошек не было вообще. Собак было много. И вот почему-то в этой общине у них были дикие свиньи. Вот они их просто брали откуда-то. Вообще идея была какая? Они их где-то находили, брали там поросят с собой и думают, ну мы его подкормим, потом съедим через какое-то время. Они к нему привязываются, и все, мы есть его не будем. И в определенный момент нас там было, я не знаю, сколько их, наверное, около 50, потому что было 3 свиноматки, которые... один такой большой боров, 3 свиноматки, и все они родили там больше 10 штук. И было очень много поросят. Ну, то есть ты идешь по улице, свиньи у тебя там? Да, очень много, да. И вот этот, который боров Они нормальные? Или он немножко... Некоторые агрессивные были, да. Они переворачивали баки с мусором. Выставишь бак, они его перевернут, там покопаются. Боров был такой довольно тоже агрессивный. Он мог там, допустим, женщины идут там за юбку цепляться, ну тоже. И вот ветеринары тоже приезжали и периодически их там куда-нибудь отвозили или там усыпляли или еще что-то, потому что уже когда это выходило за всякие рамки. Когда родилось много поросят в одно и то же время, то многих из них еще съели змеи. Да. Съели змеи? Да. Ты имеешь питоны, да? Да. Они заползали, такие огромные питоны,
и просто воровали поросят и М, их ели. м. Да. Слушай, а вот за время твоей жизни, сколько, кстати, вы уже лет вообще в Австралии живете? Сейчас 25-й год, 7 лет. 7 лет. Да. За это время ты много змей видела? Нет, Немного. немного. Я видела в Виктории, вообще ни разу не видела Мгм. змей. А здесь я видела в северной территории. В Элис Спрингс видела только в это, Reptile Center. Дома не Это я вам видела никогда. показывала. Да. Ага. Ну, вообще собак кусают, нам-то приносят часто. Но Да, дело в да. том, что вот так, чтобы змея с человеком контакта, это действительно как-то редкость. Да, да. Действительно. И много было, как и змеи их кусают, но собаки тоже есть. То, что они называют в креоле cheeky dogs. О, да. Это такие агрессивные собаки, которые могут, Да. да, если там где-то проходишь, они там на ноги бросаются, да, и надо быть с ними осторожно. Ну ладно, давай вернемся к нашим баранам, Да. Ирин, по поводу твоей работы в общине. Значит, Мгм. в принципе, тебя посещали когда-нибудь мысли такие: о боже, куда я приехала? Да. Часто, да? Особенно в первые дни, когда мы только приехали. Я говорю, Была у в меня был шоке. культурный шок. И я вообще не ожидала, что в Австралии вообще есть такие места. Ага. Но, честно говоря, это очень хорошо. И я многим своим друзьям, кто в Мельбурне живет, и вообще моя рекомендация всем австралийцам, независимо от того, где вы живете, поехать в общину в северной территории какую-нибудь и пожить там, да, поработать, ну, хотя бы месяц. Ну, а так просто приехать же Открываются. нельзя. Нет, ну, говорю, поработать, да, только поработать. поработать. И, ну, хотя бы месяц, а лучше полгода. Мгм. Открываются глаза на очень многие вещи, которые, ну, вообще люди даже не думают, что в Австралии такое существует. Ты имеешь в виду понять, чтобы понять Чтобы Австралию? понять, да, чтобы понять Так что, Австралию. друзья, у меня, кстати, Да. есть подписчиков австралийцы, которые наши русскоговорящие люди. Мгм. Так что, друзья, там с Квинсленда, с Нью-Саус Уэйлс, пожалуйста, приезжайте к нам. Ну, Квинсленд, смотря где. В Квинсленде тоже есть такие общины, которые такие hardcore. Да. Да, вообще весь север. Мгм. Вот, Western Australia, Northern Territory и Queensland — это Мгм. самые такие, там, где много... Aboriginal. Да. Ага. А сейчас ты чем занимаешься? Последние дни декрета у меня. Я поменяла работу. Я была с одним канцелом, у которого 13 общин. Сейчас я перехожу в другой канцел, у которого 10 общин. И с понедельника начинаю работу с ними. То есть и ты так же, как учитель, да? Да, то есть школьном- это, как у меня официальная моя профессия учитель, но я напрямую с детьми уже давно не работаю. Как только переехала в Элис Спрингс, я напрямую с детьми не работаю. Я как больше админ, работаю с департаментом образования непосредственно по поводу... Мгм. То есть я менеджер детского образования и сейчас буду и библиотек Понятно. в этом другом канцеле. Там у нас всего их 9 общин в этом канцеле, и в 5 из них есть садик, и в 2 есть библиотеки. Мгм. И вот этим всем я буду заниматься в плане бюджета, нахождения персонала, то есть посещать эти общины, там, делать какие-то доклады и все такое. Ну, это здорово. Образовывать надо, а то у меня 2 раза велосипед украли уже. Ну, Так что- да. Я имею, так скажем, традиционно всегда спрашиваю своих людей, которых я беру интервью, пожелать какие-то пожелания своим зрителям и, в общем, сказать что-нибудь, прощальное слово в заключении. У нас здесь не все так плохо. Приезжайте в гости, проведем экскурсию, Точно. покажем все хорошие, интересные места. Особенно рекомендую Улуру поехать посмотреть. Это такая визитная карточка Австралии и как естественный памятник камней. Да, каменный памятник. Камень, да. Поэтому здесь у нас есть много чего, что посмотреть. Приезжайте. Ну все, супер. Спасибо тебе большое, огромное, и до новых встреч. Да, спасибо.